Всем привет, ребят! Со мной тут Мага. Сегодня, наконец-то, наша игра будет. Сегодня мы играем против OGD. Это у нас, по идее, сейчас второй день плей-оффа, но у нас уже первый. К игре мы подготовились. В целом, что могу сказать? Ну, они хорошая команда, потому что они обыграли Нигму. А Нигма на этом туре тоже как-то выстрелила, так неожиданно. Хорошо они играли, да. И в целом, думаю, они не самые такие проходные соперники, которые могут быть. Поэтому игры получатся хорошими, как у нас, так и у них. Будем стараться и побежать. Что вчера делали? Вчера мы просто играли паблики, играли КВшки. У нас было 2 дня такой day-off. Мы просто отдыхали, играли КВшки, паблики и в целом все. Ну да, типа дефолтный день сурка на турнирах. Патч вышел, Мага, да? Угу. Ты ожидал патча? Я вот нет. Я такая утром просыпаюсь, опа, патч, думаю, фига, почему сейчас? Да, я тоже так удивился, почему. Но они именно еще не букву выпустили патч. Ну да, это балансный патч, типа. Целый патч для 7.37. Пофиксили всех таких ФП-героев, как мне кажется, потому что в ФП именно в самом моде были там Вивер, Тини, Бист. Угу. И прочих таких героев. Я думаю, у них у всех сейчас пикрейт изменился. В том числе они сейчас некоторые просто на ФП не заходят, как мне кажется. Ну, типа, это относится именно к Виверу и к Тинику, потому что один, что второй точно ослабели. Ну, а в целом, типа, насчет Вивера, мне кажется, он играбельный, но все так же на керри, потому что у тебя, он стал как раньше. Не таким имбовым, но все равно, типа, играбельным. По поводу остальных героев, по поводу аур, то, что пофиксили, это на самом деле не такой существенный прям нерв. Все в сумме брать, все ауры, которые ты покупаешь, что Грифсы, Пайп Кримсон, они точно уже слабее стали, чем раньше. Про каких-то импатча, типа Бисмастера, Бримастера и прочих коинеров точно разобрались билды сейчас, мне кажется, что на Бримастера, что на Бисмастера, потому что из-за того, что на Бисмастера пофиксили Аганим, возможно, люди будут пытаться пробовать через другой аспект играть, и, соответственно, через больше таких суммонеров. Такой, каким исторически был герой Бист? Там через суммонов, через ауры, эти фастпуш и все такое. Не такое, как, соло ёбарь там с Аганимом просто блинкается. Шива, БКБ, Аганим, там все, Рор, всех убивает. Сейчас больше такой пуш. Появились также еще в мете некоторые суммонеры, мне кажется, появится. Потому что у Визажа прикольный аспект новый. Ты сейчас больше фармишь с ним. По поводу Ликана я тоже уже посмотрел. Тоже герой сильный, с этими волками новыми. Они прям очень сильны на самом деле, потому что ты на 11-м левеле можешь их замаксить. И они вот реально становятся занозой такой прям в жопе, потому что у них есть рут, который сбивает ТП. Есть на 8 секунд миссы 100%, скорость атаки и дополнительный МС, это вообще пиздец. У них, конечно, единственный минус в том, что там написано в описании скилла, то, что там плюс 5 на 9-м левеле, плюс 10 армора на 11-м левеле, но этот аспект, это еще не работает. У них все так же 0 армора. Возможно, они специально так сделали, потому что, казалось бы, волки будут слишком балансными. Там 10 армора по 1000 хп у них с такими активными способностями, но, кажется, герой сильный все равно. Бабку пофиксили. Мира расстроился? Да, я думаю... Или Дэн? Кто из них двоих? И Дэн, хотя больше, мне кажется, Дэн, потому что ее все-таки пофиксили больше как такую коровую бабку. Ей там Лео Шреддер пофиксили, сам спал, потом Талант еще пофиксили. И в целом она точно пособие стала. На самом деле, когда я только прочитал патч, я думаю, будет несущественно такой, нерв всех таких героев. Но, как оказалось, прошло уже пару дней, и в целом винрейт и пикрейт, и все изменилось у этих всех героев. Ты больше рад этому или нет? Я думаю, да, потому что мета хоть как-то освежилась. Сейчас можно будет уже других героев больше брать. И как-то... ауру ты все равно вынужден покупать, потому что они все такие же сильные. Дота все такая игра, которую ты просто покупаешь аурой и начинаешь темпить врагов. Хотя бы билды на героев поменяются, и сами герои тоже. Мне нравится то, что уже на бисте ты можешь уже какие-то другие билды пробовать, а не один и тот же билд через Аганим. Потому что это настолько было примитивно, я бы сказал, как-то. Потому что у тебя буквально каждую игру ты покупаешь один и тот же билд. И этот билд работает. И ты вот каждую игру играешь с одним и тем же билдом. Точно такие же, маршруты. Ты там зафармил стаки, купил Аганим, пошел Рошана убил, пошел купил Блинк, чуть зарорил, пошел снес, и все, и вот так играешь. Просто у тебя один и тот же геймплей на бисте, вот каждую, игру. А теперь уже ты свежая, Рошана уже, мне кажется, не так получится быстро забрать, и ты должен на бисте уже как-то не стаки фармить больше, а больше идти как-то прежить, с самонами. Я даже на бисте в пабликах не играл, потому что, это настолько тупо, насколько возможно. Я сыграл там, 5-10, и потом понял, зачем мне еще на нем играть, если уже и так понимаешь, что мне делать прекрасно. Я для себя там пару героев приметил. В целом, все такие же герои, которые были, они, скорее всего, и останутся, просто их как-то реже будут пикать. Мне кажется, еще когда патч посреди турнира выходит, то сложно, тебе надо все-таки как-то выигрывать, ты будешь играть тем, чем ты готов играть, а не экспериментировать на официалках. Да, это тоже правда.
А еще больше интересного контента про наш Dota ростер вы можете найти в нашем телеграм-канале. Ссылка будет в описании. Приходите, ребят. Как вам 5 часов задержки? Нормально. Это круто. Больше всего чего не видели? Нет, что там такая. Сейчас я могу показать. А что там? Они так на женщин реагируют? Да, а я просто подогрел. Ты уже сказал, что как бы ну, хуёво, я думаю, ладно, надо исправляться. I'm so invested in this now. I have the strongest costless curse in the universe. Hex. Here we go. Hex, here they go. Gleipnir. Oh, four-man vortex. Jesus Christ with the acorn shot. Shiro's gonna get the Requiem off. He's gonna fight Radon. He'll end up dying here to the Morphlin. And now they're gonna go. They've got the Illuminate going forward with Laurel Adamana though. Spirit Vessel on him, Blinding Light, Neo trying to do the damage. The Ice Path is landed, Neo ends up dead, 3 heroes are gone, and LGD need a retreat. That's when you say it, even though the game's not over yet. Hey, I only did that when I was sick. True. But legitimately, Boop, this Ball whole Lightning, thing- Vortex going in, trying to get the kill here on Ashiro. They've got the Doom onto this Shadow Fiend. He's gonna die, doesn't have buyback. The turnaround, the focus fire, going all the way through. They will get the Aegis out of his hands. The Shackle lands, they get the kill onto this Hoodwink. They'll take him out. Mira's dead. Coming back with a second life is Morphling. The waveform over, down goes PYW, and 4 heroes are dead on the side of LGD. It's Чел, ты можешь задефать бараки? Нас носят нахуй. Кот такой заебный. Герой такие. Не, ну... Не, ну настолько не пошло. Блять, ну ты просто мог, у тебя нет пуш. Против меня я бы на котле пуш первый крип. Никогда не был. Так он мне тоже не убивал. Просто пригрел было взять, знаешь. Да не, они же просто в моменте, вот они забрали Аегис. На самом деле, в общем, тоже вот так себе. Они забрали Аегис, мы просто их вот так стянули, и они растерялись, ничего не слушали. Вот Ярик как-то бот тэпнулся, задефнул. А так это было прям очень сильно, потому что они там так проебались, мы потом по карте улетели куда-то. У них кэча нет. Закинули в другом моменте, а им как будто казалось, не надо даже кэча. А, типа вот в топе, когда мы пиздились. Мы просто раскрыли. Когда кто-то умер. Кажется, что самое важное, что они типа ну что они типа вот не пошли на наши вот стаки. Не, стаки тоже Потому что зафармили, они были пиздец, прям очень отскочили. сильные, были еще. Не, они уже вроде бежали туда, всю игру смотрел, чувствуешь, что как-то нам гораздо тяжелее. Не, ну единственный их минус, что у них по карте очень тяжело. И сейчас они, кажется, кого-то плохо сыграл. Мне кажется, они где-то просто слабее сыграли, чем позволяло им ситуация. Да не, кот, бля, очкнулся, но он убил в боте, потом он что-то нажал где-то миди мира тэпнулся, проебался, по-моему, ну что-то, потом он еще раз в боте пытался убить. У нас лайт-то хороший, но до этого лайта надо дожить просто. Ну да. Yeah, they could. Radon forced that back. The Calling's going to get the silence. Another Rod of Atos, but the life drain trying to commit, but now needs to keep himself hidden away from the side of LGD. They get the Supernova out. Great stun. Killing him, Poshka. Mira's dead. Both supports are gone. So now you don't really have the sustainability that Radon would like. But he's got this BKB and he one-shots Innocence. PYW's dead. Radon is going to fight you like the consort he is. They kill off Shiro. They'll take out the Alchemist. The BKB's been popped by Neo. They're going to follow him up. They have Spear available in just a second. So Neo will try to slow him down, but eventually they should be able to get this control. The onslaught is there. Radon is back. He TP'd all the way here. The spear somehow doesn't connect. Out back in 5 seconds, but your throne's exposed. You've used your glyph. They've got the pulverized. Sharpshooter doesn't matter. Radon's going to stand his grounds with the Sunray on him or not. And he's just healed up to full. Blinks in, uses his ult, goes after Shiro. He's going to pop that Manta, but it's not going to matter. He's not getting back into his base. GG is called. Spirit get the 2-0. Мы выиграли. Ура. Мы его победили. GG. Мы сыграли на Максе. Мы сыграли на Думе. Шакира, да мы сыграли на Думе. Но во второй ты сыграл ровно так, как ты мне сегодня рассказывал, почему тебе патч нравится. Ты что, можно разнообразить закуп? Да, да. Мы любить побеждать, мы любить сильных героев, мы любить очень. Все. Это все, что я хотел сказать. С Дизоля вообще кайф, я не знаю, просто пачку, блин, нахуй сразу. Дизоль это исторически лучший, айтем на Марс. Всегда был и будет. Пошли нахуй своими ауры. Вот чего купил ауры. Вот что с ним случилось. Оп, все, блядь. Пошли нахуй ауры. Если и будут ауры, то вот от этих двух бобиков. Все нахуй, патч закончился. Нехуй выебываться. Ну, представь, конечно, он
знаю. Мне кажется, это не тот Грэш Бауэр не покупать. Так это он зафейлил Бристлбэк, или просто Бристлбэк сейчас такой герой, что его брать? Да я просто не знаю, зачем они его брали, потому что он собирается через Аура, это как бы не самый лучший герой. Если бы Брист Наган собрал, дефолтный Наган был. Мне кажется, от него больше импакта было как-то. Ну и просто, ну бля, Брист ФП герой, типа, ну, я понимаю, ладно, типа, если перенесись там год назад в Метавинта, то можно было в ФП, но сейчас, типа, он разве такой сильный прям? Я не знаю. Типа... Марс тоже не тот герой, зачем на Марс покупать? Ну Марс это просто, блядь. Ну ты просто ты конченый, если на Марсе покупаешь ауру. Просто не герой, который там, ну, что-то там посопортить, что-то ауру купить, это, блядь, ебаный нахуй бог войны, блядь. Он должен сам ебашить и убивать, и все. Первую люка автограф сессию. Там, где мы еще дальше в толпу кинули, они подрались. Да. Это была очень тупая идея. Где было? Это ваша первая автограф-сессия была? Нет, не первая, она просто была гигантская. Там было очень много людей, очень много. Не, ну я помню, я заграл. Просто женщина не мог. Женщине не мог сказать, что ты такая. Прям, когда не выходишь, просто Чувствуешь такие поп-клипы? Ну, кстати, вот тут я подумал о том, что в Китае это, наверное, тут первый везде реально можно чувствовать практику. Ну да, это Наш разговор про экстрим. Что скажете по команде? Ну, вот они как будто могут выиграть из китайской команды турнир. Играют они просто нормально. Я даже не знаю, что сказать. Ну, игры смотришь, просто играют, и все. Ты не можешь сказать, что они как-то там очень сильно играют, как-то темпят или как-то хорошо двигаются. В целом просто играют на своих героях, и все. Ну, как и все, наверное, команды. Просто мы против них-то не играли, только игры там смотрели. И в целом, ну... Нормально, у нас новый экспириенс. Ну да. Надеюсь, что мы сегодня доедем до арены. Погода начинает портиться. Так что Кстати, есть да. шансы. Опять играть с практиса, а может еще и задержки будут на 10 часов. А есть ставки на то, чтобы чел выбежал из-за поля? Не, мне кажется, это может быть потому, что они сразу как-то подсветили, шторы начали. Специально, чтобы плюхи в рот не залетала, есть электрическая мухобойка. как в зоопарке. Кстати, это реально похоже. As they blink in, Primal Roar stopping the TP from Mira, getting the kill there onto the Jakiro, chasing Yatoro. They've got that Gale Force, they'll pop that ult. Ame just right-clicking and not taking any damage as this Ursa for the moment, but eventually knowing when this Enrage runs out that he is dead. They catch the Yules onto Laurel. Burl Strike trying to get away, goes into the Sandstorm, pops that Bloodstone. They have the vision, they'll have the control. Yules up into the air once again as Laurel eventually shall die here to Ame, and the Whirlwinds on Maposhka. This should be a fourth, but False promising himself still under the threshold, trying to heal, but collapse? BKB, Maposhka also dies after the false promise. He dropped that gem that's going to be picked up by a courier. Collapses, BKB's going to run out. He'll look for a call, but it's a full team wipe for Extreme Gaming. Все видим, все знаем, что они пятером внизу. Мы говорим, что мы идем, знаем, что вас трое. Надо просто... Нам надо просто выйти и пойти пятером взять руну и пятером побежать. Потому что то, что мы идем контестить Рошана втроем, вы бежите на руну. Не контестить. Мы уже бегали. Нет, мы стоим, ждем, пока вы подойдете. Но это просто пока Они тэпнулись, типа, почему с тобой подожали смог и побежали прямо на эту гору. Потом банка побежал. Пачки вообще не секунд 15. Да нет, вроде были у нас. Да просто там еще появляется ВР, у которой ФБ, у нее брейсер, она просто не That's a big part of it. DY. Hookshot again from DY. He has been putting on a clockwork clinic as well. Epicenter to follow this up. This is a mid Laurel Rubik, and it wouldn't feel like it if you were just tuning in here. I say that, but it does take a long time for him to die. Mira finally falls off. They've got the Macro Pyre 2. They'll throw a Requiem in defense. And Zoro in trouble. Right clicks coming in. Ball Lightning Vortex. Laurel on the run. Ame with the raises. They get the kill on a Laurel. Macro Pyre is down. Ame doesn't have an Aegis, but Ame doesn't care.
They bought back on the Jakiro, and they are just losing too much at the moment. BKB XM, not a lot of mana to work with, so he's got to start to back away. Blink Dragon Tail on a DY, but this is your 5-position Clockwork, who's going to end up dead here on the side of Extreme, while the rest of the team is being taken out with the Epicenter coming through and the Burrow Strike landing. XM's back in, and this is a 2-0 for Extreme Gaming over Spirit. У нас просто был обычный нормальный драфт. Блин, у нас нет даже блинкоста. У нас ДК есть. Да, у нас Когда у тебя блинк на 5 у меня блин появился на 15 минут. Это уже просто дыхание. Но в этом проблема. Здесь специальная палатка. Блинк это как Кэрри. Сейчас Мира Не, мы придет, можем пойдем. их ебать. Короче, это, блин, это просто некомфорт. Вот почему. Это просто вообще не... Не, у нас был бы кетч, у нас был бы Рубик, Визаж с Атосом. Не, Макс, Если бы у нас были шмотки, ну, на раунд, то да, у нас был бы и Атос, и Диву. Да просто мы же много раз просто поумирали и все. Ну, типа, потому что мы играем... Что тебе подарили? какая-то игрушка свинка. охуенная. А там есть что-то еще? Там что? Это все для тебя, какой-то фанатки лютый. Там, походу, миллион йен. На русском написано. Как ты похож, смотри. Дай почитать. Серьга. Бёрстоник. Да, и фотка с моего с этого, с Инстаграма. А, да? Мага сам на себе расписался. Да. Читай и стирай. Что там магия? Внезапно разбогатейте, мага, говорит. Здесь внезапно разбогатели. А, просто закрыли по-русски. Все, собирай, это тебе белок. Собираем эти штуки. Нормально все. И вот это. Бутсы. Это будет 5 минут тишины вместе с Ранданом. Ну, представь, ты прыгнул, он сразу. Даже не так. Ты прыгнул, сразу думаешь, пускаешь под вниз. Сыграешь уровень, кидываешь, он будет неправильно спать. Ты еще добавил мне shift. О! Спокойно? Вот нахуй. Бля, подожди, сейчас шишку будет. Вот. Рошан какой будет? О, ебать! Rolling Thunder charged up again, and the Macro Pyre is off the mark. Not the best game from 1J this time around, but a really great game here from Team Spirit, and they are just clearing up the tier 4s, holding them back with really a Rolling Thunder and Mira at the front line. Yeah, I mean, the range is so ridiculously far from Radon here, and Laurel. All right, they'll try. They'll rebound and be disposed of. Ghost Eyes, GH is dead, FBZ falls. Они просто стоят на КД, защитный саппорт, он никуда не бегает, тройку стакает и без стада дефает. И как-то Виз потом помогает, и они так и стоят, играют. У них было, мне кажется, все окей до Рошана. А вот когда на Рошане умерли, они уже и встало играть, потому что они там 5-1, что ли, на ранг проиграли. Кликс против двух коров, у которых по 6, по 5 арморов. Я думаю, можно пикать сразу этого с Варда. Там любой бор, мне кажется, поддержку бы, типа, заебись бы, мне кажется, подамажил. Любой почти. Ты пикаешь, потому что их бьет. Мне кажется, КД чуть-чуть просто закинул то, что он пошел куда-то. Как будто он мог просто убивать Рошана через ульту Марса и Песта. А там уже я в позиции, там они уже не могли нормально его бить. Чуть-чуть, мне кажется, мы могли не успеть. Не, я там заранее просто. Ну, не заранее. Я, короче, был на моменте, когда они только начали бить. They're going towards 1J, who throws the Soulbind on him. Laurel, that means he's staying away from the rest of his team for the moment. They get Yatoro out of the fight immediately. 1J still alive, but the Shield Crush comes through with a Slithering Crush. Collapse. He's gonna die. 2 heroes down on the side of Team Spirit. They've got to follow up onto Laurel. Shield Crash or not, eventually he'll die too. Soulbind, and somebody's gonna TP in and actually connect on this. It might be the Jakiro. They stop the TP, but it's gonna be a blink in with a Slithering Crush that comes in from Collapse. They get Soulbound together. They'll lose this Slardar. Yataro's dead too.
forced to buy back while they already lose Miposhka. But Meanwhile, Ghost is going for your tier 4. Your throne's exposed. And they'll rebound in. He's got an Aegis. You don't want to force it. You want to just get this throne. The Macro Pyre is down, as well as the Ice Path being laid down by Mira. They'll call GG. We're going to a game 3. Nigma Galaxy coming back with a vengeance in game number 2. Все равно Спардар раньше не килпается. Он его купил, когда бабу появились, по сути. А что нам до этого АФК фармить? Ну, бля, мы можем, но надо безошибочно не подставляться. Я не помню, у нас был тогда блинк или нет. У нас не было блинка даже на Спардаре, чтобы у меня был блинк, но если я хочу, то клин сюда связываю. Нет, так я один не убью. Должен, чтобы клин сбил, а клин за убить уже. А потом он только тэпается на портал, а мы там сидим, нас шумят волки. Spotted. Gush, the anchor smash, the bushwhack landing. He bought back when they were defending their base, and this will send Nigma Galaxy the other way. They're trying, ready to make his move, and they're gonna really slow down Phoenix with this anchor once again. They'll end up stealing Gush. They see FBZ. They'll sleep him up as he tries to TP out in front of everybody on Spirit. Now they need to find somebody. And it will be Laurel, the one they've been reliably able to kill, but the Blink into the Ravage. Oh, hitting on a 3. Supernova's used. Ghost in trouble. Bushwhack, Earth Splitter. They get the kill on a 1J. They're going to look at the rest. Supernova does explode. Ghost trying to get the kill here on the collapse. Stolen Ravage thrown over, but it's not going to matter. FBZ, he'll end up dead. They buy back on 1J. The Gleipnir's thrown, but they've got that Wind Waker, I believe, from Laurel onto Radon. Ну чего, готовы опуститься вчера? Не, мы будем играть 10 часов сегодня. Нам не за что. Будет 3 игры и 10 часов геймплея. Будем просто фармить по 6 слотов. Мира на Тельсисе будет фармить 9 будет слотов. Думаю, что выводы точно сделаны. Больше по-другому играть надо все-таки. Именно против них. Именно против. Они АФК. Фармят крипов. Но они очень хорошо играют в защиту. Не зря у них китайская стена. Черепашный геймплей. Да. Он Человек-паук. Да. А ты... Да, интересно, кто? Росомаха? Или кто? Я не знаю. Я тоже не знаю. Бля, я не знаю, что ты кажется. Ты знаешь? Что это? Что это за чудо-юдо? Бля, Ярик, надо Наруто-ран устроить. Надо анимейджер вспомнить, Ярик. Наруто-ран? Ебать, я жабы снов. Если мы сейчас вот толпу бежали в Наруто-рану. Идейки были. Тогда было заебись, там никого не было, ты знаешь, что все сверкало. Тоже без зрителей был? Еще не, да, это еще был как бы анимейджер. Здесь я был Что там, муха? Да тебе электромуха пойму? Можно меня? Я могу чуть посмотреть. Уйдет, нет? Дайте мне. Если она не сильно бьет, можно, типа, можем просто меня поебашить. Ты готов, да? Могу любить боль в целом. Что? Она сильно ебашит? А, тогда если не знаешь, не надо. Мне кажется, ее просто нагревает. Да, Димон, ты сам просто Смотри, мама, смотри. все привет. А, выключил, да? Laurel going in. Quadruple silence. I don't know if I've ever seen that before. That's going to be a kill on XXS. He doesn't have buyback, so there's no primal split, but they already pierced the veil and they already false promised. There's definitely a world where they just come back in, but the blink away, the Supernova's a little bit far, the Rolling Thunder comes through, it's going to be the Beastmaster refreshing, but is he going to survive to even do anything with this refresher? No! He doesn't have buyback, dip for 95 seconds, Mira buys back immediately, they've got the Rolling Thunder and the roll up onto this Muerta. Muerta bought back, did for 2 minutes, this should just be the game with Laurel trying to fight here onto Ame. Oh, good damage, Ink Slow, not going to be enough, Laurel ends up dead, buys back, and then they've got that Sunder, they'll get the kill on Amira, they'll take him out for 98 seconds, no buyback either. И в последнем файте у нас просто мага подставляется, у него рефреш, он без бая умирает. Да и в целом сначала нормально было, все заебись, типа, каждый файт выигрывали, но на Рошане надо либо нормально распушить линии. В общем, была нормальная игра, но решения некоторые прям неправильные. Вот когда у нас появилось 3 БКБ, или в победе вышел, и Оракл надо подсейвить его постараться, либо тебе не выходить. Говорит, давайте нажмем смог, подеремся, ну и ты чем мид? Так не, я выхожу, мид распушим просто. А за мной стоит, его не надо пушить, вы должны быть готовы
готовы напасть четко, быстро. Я подумал, вот начинается с того, что вот мы видим, они в тройке, вот тут все рядом, Оркл выходит распушить, Оркл должен стоять на готове с ультом, либо со вторым. Потом это распушило. Я просто катал, и все. Нет, типа он вот проезжается, вот уже попой, ты сразу второй кидаешь, чтобы урона не хватило. Да, мне кажется, надо выходить, и нам форсят базу, мы уже сломали финишный параг. Там плохое решение. Просто у нас, типа, вот если мы вообще пятером, у нас, типа, ну, типа, есть бай вот у всех, наш просто даже выиграть. У нас нет смысла даже как-то выиграть. Oh, Ame's here to support Ame. Pipe is down. Vortex. Coil down. Burrow strike. Ame not going in. And now the wall is down. The Wukong's is used. The vacuum came through, but the ball landing onto the back lines. They go to the epicenter, but XXS, he's not really that fast. Burrow strike, the life drain. Finally, they get the kill on Yatoro. They're going to look over at Maposhka, get a second. Laro jumps in with a waning rift. He has the silence. The LSA is going to miss here from Ame. He does finally have Laguna Blade, but the ball lightning Burrow strike combo again as they're coming back in. Epicenter, Burrow strike. Yatoro, oh, the Cogs takes down the tree as he's trying to get this Wukong's out. The BKB's going to be popped. He'll try to get away, but he is dead again. Laro falls, vacuum on to 3. They've still got these machines. They do not care about anything that the side of Team Spirit is throwing their way. Down goes Maposhka, followed up by Collapse. Buyback from Maposhka. Down goes Mira. Full team wipe. GG is called, and Extreme have a 2-0 lead in this BO5 final. Я мог бежать типа вперед. Да просто как-то меня просто чейзил. Потом Клоп и Тимхер заходят в лес. Плохая 6-й левел на 8-й минуте. Дает им пушок и убивает. Просто играл, он везде стоял, убивал. Это же парень, да? То он под прицелом, типа, спасать лиду форму, он же Просто стоял линию, шлепнулся вниз, убил себя. И мы ее выиграли. У вас хорошо все было. У нас быстрый пайп, высокий пайп, как-то вот обязаны все лучше сделать. Либо вот не давать просто на нас на пассиве, типа запушить наш бриджи, надо идти, спокойно, даже пойти просто их пиздить. Мы должны играть так, чтобы, не знаю, потому что, мне кажется, хотел пришли и жестко ебали. Да. Мы его не можем выиграть. Прилетает Тинкер, все, они уже не можем. Без КТФ. Вот тогда никак. Без кулдауна он прилетает, ему дает плюс 200 матрица и жмет выше. Deadshot lands onto Radon, the Astral Step. Maybe they have the damage, but he's still half health. Primal Roar, Disruption, he can't get the kill on him. The Whirlwind is used, but eventually the power shot, the right clicks, down goes ZQ and XXS. They get Radon, they'll lose DY, that's 3. Blink Hoof Stomp on Ame, Ice Path, try and allow him to survive, but Collapse gets that kill. Primal Roar is used, they'll get the kill on Amira, they'll end up getting a trade, but DY is going to die while he tries to TP out. They've got the Vortex on the XXS, and that's going to be another 3-for-1. They're just taking advantage of all the spells being used by XG. Basically. He's almost doubling up anyone at XG. Yeah, that's insane. Oh, out of Atos. Oh, good Remnant. Good Aether Remnant. He's got Aegis. And he's dead. Will be the Aegis. They go and get the silence Oh, on Arizana's Mira. They go and place down the macro pyre. Laura with the BKB. They get the kill on the XM. They'll look over at XXS even with the drums of Psalm. Not feeling that great. Deadshot's gonna hit off of Collapse and not land on anybody as DY is dead. ZinQ drops. Дали там ливера, вот такой, на суеты вот навел по этой карте. Просто что-то, так, ребят, я уже тут, а я уже под Т2 там на 5-й минуте там дайвлю, что-то еще. Быстро, в общем, чара дали, некого вот там Джакира или ну, вот, которые все и будут. Тебе надо в моменте что-то не танковать. Не танковать. Ну вот когда мы убили ВР-ку, и мы там как бы бежим, они на нас, и ты как раз идешь первый. Я же такого не буду. Я просто нажал, потому что я сам вышел последний, потому что я самый медленный. Я бегу последний, они же нам в спину. Ну да, но ты отойди к краю карты, чтобы за Я своими... просто не успел, я просто не успел. Я чуть вышел, я просто никого не видел, я вижу, что там уже БС, что его уже типа собрать, я думал, что они будут где-то с ним стоят, они же были... Но ты все равно идешь на них, тебе надо назад идти. У меня такая тупая вообще, такой тупой геймплей. Мне 13 стаков без кинул, мне так похуй, я просто сказал. Ну, что за пацаночка? Он как ебет там все, просто вот так слегка, бля, MVP опять заебал. Как же он заебался уже тащить нас, ну нахуй, что так можешь что ли играть, бля? Заебал MVP, бля, получай, спасибо, друзья. Как же ему не похуй на это МВП, клянусь, это же просто невероятно. Seriously. Ball Lightning, Primal Roar, and they blew up XM. That 2,000 gold for that kill.
They will lose collapse for this. Acorn shot bouncing around with the Maelstrom. Waveform, Miposhka's dead. Ame turns into this hoodwink and then will clean up Mira. He's got himself a triple kill, and, well, Radon's going the other way. Aegis is gone. There was a long arrow that hit Laurel. He's going to ball lightning. They're going to look for the vortex. They've got the silence. Ame might die a second time. Yatoro gets the time-lapse off, but Laurel, Miposhka, Mira all fall. GG is called. Extreme Gaming get revenge for PGL Lakia and take this grand final 3-1. Проиграли. Думаю, ну, если быстро по картам так пробежаться, или может даже не быстро, а полноценно. Думаю, в первой игре у нас, скажем так, у нас был хороший пик, врагов тоже неплохой. Я думаю, мы плюс-минус нормально играли. Я вот именно с некоторыми там блинками чуть обосрался, скажем так. В целом, я думаю, у нас решающие драки были именно за Рошана. То, что мы в топе не смогли нормально провести драку. Рор без мастера полетел, мне кажется, неправильно, и надо было просто этого панга ролить, чтобы не доставал спорта. Второго Рошана там мы отдали. За третьего мы пошли драться без Муэрта, нас там пиздили. Был еще момент, когда мы убили нескольких героев у нас на хайграунде, там вроде Панга и Брю. Мы побежали в топ, хотели пойти на Рошана. В этот момент у нас был укол, то, что можно будет убить без бая и белку, там подцепить, потому что мы его видели на варде. И когда мы уже прибежали на мид, там вышел Панда, мы на него закоммитились, хоть его убили, но нас за это всех убили. Все были уже без байбека, потому что Муэрта потратил байбек, чтобы камбэкнуть на базе в Корске драку. После этого мы уже проиграли. Вторая карта... ну там, по сути, Тинкер сделал лютейший див, на самом деле, потому что мы просто по Тинкерам никого не могли убить. И мы могли что-то сделать, на самом деле, в начальных драках. Это была драка на мите, где у меня появился пайп раньше, чем у вражеского фейнера. Но там драка неправильно началась из-за того, что мы... я нажал пайп на то, чтобы задефать героя, а не для того, чтобы напасть. И когда мы уже нажали, чтобы задефать героя, у нас уже не было пайпа, мы уже не могли в них пойти. Там я не помню уже, что в этой драке было, но точно мы из нее победителями как бы не вышли, вроде там просто разошлись. Ну а потом просто по игре мы не могли убить ни одного героя. Нам надо было прям очень сильно посраться, чтобы кого-то убить. Там Кримсон, Пайп, Грифсы на Тинкере, там Хилл. Короче, Тинкер прям был занозой в жопе такой нереально всю игру. По третьей игре Кентавр, ДК, Шторм. Мы начинаем, наверное, с линии. У нас Вивер, я думаю, хорошо линии прошатал, забрал вражескую экспу, что-то на лайнах побегал, там что-то пошумел. Мы там тоже хорошо линию отстояли, и потом уже просто именно давили на беста, на такое самое уязвимое, как мне кажется, место. Там сделали пару киллов в боте, стаки их тоже законтестили, и просто этого беста унижали. И параллельно тоже, вместе с этим мы и дрались с вражескими героями, мы выигрывали драки. И так просто по чуть-чуть мы просто пришли к победе. В четвертой игре, я думаю, у нас был скорее неправильная линия в прайме, как мне кажется. У нас Васпик — это совсем не тот герой, который должен был у нас быть. Просто во время драфта, как Ярик сказал, что у нас было очень много информации, там какого героя взять и все такое. Из вариантов была Урса, как минимум я могу сказать, которая была бы неплохим героем во всех 5 героев, которых она просто, мне кажется, жрет всех. Урсе просто трудно очень сделать, если у нее много шмоток будет. Но мы как-то пришли к тому, что мы взяли белку, поставили на 4, хотя мы уже поставили бы нормальную линию в боте. Конечно, Грим — это чуть ослабление, но в целом, я думаю, мы поставили линию. Ну и как у нас итог? Primal 6 или 7 тысяч на 10 был. Быстрейший пайп во всей истории доты, наверное. Ладно, был еще раньше, наверное, у Дарксира на 33 на Риаде. И в итоге, у нас линия в боте тоже не пошла, потому что я остался один. В миде там тоже просто уже начал такой, перетяжки саппортов, все такое. Там просто они уже линии расшатали настолько, что мы столько внимания этому прямо уделили, что мы просто остальные линии въебали. Как в итоге, мы бегали там минут 20, наверное, просто как мыши, как крысы просто. За нами бегали, ловили нас, пиздили. И в конечном итоге мы проиграли. Это вот такой краткий итог по играм, как мне кажется. Что в целом вообще про турнир можешь сказать? Понравилось тебе? Так, наверное, 50-50, мне кажется. Турнир в целом окей. Единственное, что прям фанаты какие-то вот тут очень настырные, я не знаю, это просто нечто. Вот ты сидишь в столовке, кушаешь, у тебя что, там через окна сфоткают, как ты кушаешь. Я вот этого не понимаю, ладно. В плане там арены и все такое, но мне, честно, эта коробка не понравилась, потому что там прям эти басы ебашат настолько в файте, это просто пиздец. И, в принципе, такой, обычный турнир. Я, в принципе, много от него не ожидал. Спасибо, что смотрели, болели за нас. Мы, конечно, в последнее время так чуть подводим, но мы в любом случае стараемся изменить эту всю ситуацию. Следующий турнир, который мы будем играть, это уже там Конфессоры. Думаю, хотя бы на нем покажем нашу достойную игру, мне кажется. Перед этим отдохнем. Перед этим надо отдохнуть, согласен. Чуть отдохнуть, вернемся перезагруженными. Покажем, опять же, достойную игру. Так что всем пока. Болейте за нас.